Это вечное движение и любовь, вечная жизнь. Жюль Верн. В развалочку, да, по Филиппинам, знаешь ли. Не каждый может себе позволить. Всем привет! Это вами любимая «Орел и решка». И мы снова исследуем Филиппины. На этот раз геолокация Бохол. Наконец-то! Вау! Наконец-то! Ты что, ждал прям его? Нет, я ждал, что когда у меня будет золотая карта. Не важно где, важно как. Орел. Решка. Я не понимаю, ты что, ты это как сделал? Ребят, это что-то... А я знал, кстати, я знал. Ты приклеил. Что это? Ну как ты знал? Как, слушай, Ждал он там в Ютубе Бохол. этот выпуск выложили просто раньше. Рюкзак на меня надел. Что-то он тут юлит, этот Николай. Победители не судят, Алина. В далеких-предалеких краях, в самом сердце Филиппин, живет один очень необычный остров. здесь кокосы открывают зубами. Спят в обнимку с питонами. А рассветы встречают на шоколадных холмах. Ну привет, чудо-остров Бохол! Жду свою доставку байка. По сути, как доставка пиццы. И стоит также пицца примерно $10, и мой мопед $10. Интересно, какой приедет? На Филиппинах есть популярная услуга. Аренда скутера с доставкой прямо к аэропорту. Я почувствовала вкус скорости. Теперь меня не остановить. Колешечка. Ой. Еще раз. Красиво должно быть. Я почувствовала вкус скорости. Теперь меня не остановить. Все-таки как золотая карта греет руку, а? Тёма, смотри, ягуар! Ягуар! Тёма, куда ты убегаешь? Ягуар – самое быстрое животное в мире, от него не убежишь, садись давай. И Pace – первый кроссовер от бренда Jaguar. Компактный, надежный. В общем, Jaguar, он и на Филиппинах Jaguar. Он не рычит, он как будто бы мурлыкает. Бохол – это курорт мирового уровня. Я с безлимитной карточкой покажу вам, как здесь развлекаются состоятельные туристы. А я проведу этот уикенд на острове спутники Бохола – Панглау. Говорят, он еще не испорчен туристами. Поэтому там недорого и можно увидеть обычную жизнь филиппинцев. Как и подобает богачу, эти выходные я проведу в роскошном отеле. Отель Донателло – это 12 вилл, которые рассыпались вдоль крутого утеса посреди тропического леса. Из всех вилл я, конечно же, взял себе самую большую и самую дорогую. Мне уже здесь нравится. Потому что на улице плюс 31, а здесь плюс 22, наверное, где-то. Кондиционер работает. Так, давайте попробуем разгадать этот номер. Почему же это самый дорогой номер в отеле? Все приятные такие пастельные тона, розовые оттенки. Кушетка. Я понял. Я все понял. Это же honeymoon. В переводе honeymoon значит номер для молодоженов.
Так что впереди меня ждет медовый месяц, вернее, медовый уикенд наедине с любимым собой. И здесь все рассчитано для молодоженов. Потому что вот этот любовный пыл еще не остыл, и поэтому здесь так много горизонтальных поверхностей. Посмотрите, и кушетка, и диван, и подушка 2. И посмотрите, на стены посмотрите. Они же под наклоном, тоже очень удобно. А ну-ка, я не представляю даже, что там творится в спальне. Нужно посмотреть. Я же говорил, смотри, какая роскошная кровать. Еще горизонтальная поверхность. Еще горизонтальная поверхность. Очень удобное кресло. И ковер, он мягкий. Но шутки в сторону. Мой номер – это настоящий филиппинский эксклюзив. А все потому, что интерьер здесь выполнен в духе жилищ местного племени Ифугао. Посмотрите наверх, это прям паутина деревянная наверху, геометрическое волшебство. Посмотрите, как все красиво, интересно, какой узор кружева. Так у филиппинских племен выглядели чердаки. Здесь размещали продукты и клетки с животными, защищая их от вредителей и хищников. Это что из ткани? Плетеные веревочки. Ифугао были отличными мастерами художественного плетения, изображая из хитросплетений нити побеги растений, и таким образом украшали свои жилища. А вот большой плазмы, дизайнерских светильников, телефона, да что там, даже ванной комнаты у Ифугао, конечно же, не было. Все, я знаю, у меня есть планы на вечер. Это отличный план, я наполню ванну шампанским. Я видел, там бутылка есть. Ну хорошо, наполню водой, подполню шампанским, разбавлю, как в барах обычно делают, и приму ванну. А пока Коля не нарадуется своему богатству, я вам расскажу и покажу, как живут островитяне. Итак, факт номер 1. На Панглао кокос всему голова. Его здесь едят, пьют и даже используют как игрушку. А все потому, что остров вдоль и поперек засажен кокосовыми пальмами. Они и приносят местным основной доход. На Панглао уйма плантаций, который может посетить любой желающий всего за пару баксов. Хоп. Вот она хорошая. What I need to do? First, to climb the coconut, we have a small ladder right here. So Есть такие, как засечки. А, вот, кстати, интересный факт. Кокос нужно крутить, чтобы его оторвать. Вот так. Открутили. Хоп. Cool. Хорошо, я попробую. Кручу. Опа. Я добыла кокос. Моя жизнь не будет прежней. По-моему, ногу сломала. Кокос добыт. Шаг номер 2. После того, как кокос сорван с пальмы, его надо вскрыть. Делают это специальным огромным ножом, который называется мачете. Ой, как круто! Я тоже решила попробовать. Страшно? Может быть, ты будешь держать, а я буду рубить? Как тебе такая идея? Ты держишь, а я рублю. Пожалуйста. И slowly. Slowly, конечно, slowly. Давай вместе. What? It's a joke. Очень посмеялись прям все. Все. Класс. Питательно, калорийно, энергии хватит на весь день. Еще повеселились как, да? Обхохотаться можно. What? У каждой виллы моего отеля есть личный выход к пляжу. Контингент на этом пляже – это держатели золотой карты. То есть я, те, кто держал золотую карту до меня, и те, кто будут держать золотую карту после меня. Все очень серьезные люди, даже я, смотри, не улыбаюсь.
Пункт второй. Плотность посетителей на пляже. Но здесь все честно, 1 к 1. 1 человек на 1 пляж. Прозрачность воды. Ну, вода прозрачная. Я вижу каждый камень, могу посчитать. 329. Пляж отличный. 5 звезд. На Кокосовом острове даже есть свой кокосовый король. И этот человек умеет открывать кокосы зубами. You can do open with this? With this mouth, yeah. Oh my gosh, you have a good teeth. You can show me? Yeah. Okay. Oh my gosh! Вау! Как так быстро? Свой титул местный король получил благодаря крепким зубам, которыми он вскрывает орехи не хуже лезвия мачете. Я даже не знаю. Но тут уже кусать нечего. У вас очень хороший стоматолог. Если вы думаете, что это легко, то вы очень ошибаетесь. Первый кокос он открыл таким способом 12 лет. А теперь знаменит на все Филиппины, потому что делает это ежедневно. Why you don't use knife? Why? It's quickly. Because my father is not give me a knife. Все просто. Почему ты не использовал нож? Очень просто. Мне папа давал кокосы без ножа, приходилось как-то открывать. С мачете у меня не вышло. Может, зубами получится? 2, 3. Я почти. Я уже. Я вот это. Капец, это невозможно. У меня зубы болят. Ауч. You really king. It's true. Ой, как... Вау! Ой. Как необычно. Это очень вкусно. Я вообще не знала, что такое есть внутри. Шарик, который вы видите, образовывается в зрелом кокосе. Вскоре он станет корнем будущей пальмы. Как вкусно. И сытно. Юг Бахола омывается теплыми водами моря Минданао, в которых водятся уникальные подводные обитатели – наутилусы. Наутилусы – это старожилы планеты. Им почти 500 миллионов лет. То есть они древнее, чем динозавры. Да что там, на суше еще не было жизни, а эти ребята уже сновали в водах Мирового океана. Интересно то, что даже спустя столько времени они ничуть не изменились. Наутилусы обычно живут на глубине примерно 80 метров. Но когда еда заканчивается, им приходится выплывать за продуктами на мелководье. Есть предпочитают мелких рыбок, крабов или омаров. Причем поглощают они свой обед благодаря клюву, который скрывается за десятками накачанных щупалец. А стоит такой дайвинг всего $200.
Небольшая цена для того, чтобы своими глазами увидеть одно из старейших существ на планете. Рядом с кокосовой плантацией в тени джунглей находится очень уютный хостел. В нем и остановлюсь. Oh, that's all house for me? Я тут с виллой? Вот это да! Как здорово! Прекрасно! Кровать. Есть вентилятор. Зеркало. За $18 я неожиданно стала филиппинской богачкой. У меня есть приватная вилла и безлимитное количество кокосов. За $18. 18. Шикарно. В таком шалаше и милого не надо. Настоящий кокосовый рай. А главное, недорого. А я продолжаю свой рассказ о жизни современных филиппинцев. Итак, факт номер 2. Яйцо всему лекарство. Медицина на Филиппинах не по карману большинству жителей, поэтому тут особым спросом пользуются нетрадиционные методы лечения. И самое популярное из таких – выкатывание яйцом. Знакомьтесь, местный главврач – доктор Эг. Лечение происходит просто. Доктор Эг выдает больным заговоренные яйца, которыми нужно выкатывать проблемные места. Чем сложнее болезнь, тем дольше и сильнее надо работать яйцом. Я тоже решила испытать судьбу и проверить яичную диагностику на себе. К счастью, все обошлось, и доктор признала меня абсолютно здоровой. То ли действительно у нее дар, то ли просто побоялась меня облапошить при включенной камере. Не наутилусами едиными славится море Минданао. Следующий пункт моего дайвинга – воды вокруг Змеиного острова. И, как вы уже догадались, называется он так не случайно. Воды вокруг острова просто кишат полосатыми морскими змеями. Одними из самых опасных на планете. Их яд в 10 раз токсичнее яда гремучей змеи. Одного ее укуса достаточно, чтобы спустя всего пару секунд у вас наступил паралич дыхательного центра. Так что лучше не нарываться на неприятности и не дергать змею за хвост. Но только во время брачного сезона. В другое время эти змеи условно безопасны, и количество токсинов в их яде совсем незначительное. Правда, знать это может только профессиональный местный гид, и отправляться без него в такое опасное приключение я вам точно не советую. А я не останавливаюсь на достигнутом и продолжаю свой экскурс в быт островитян. Итак, факт номер 3. Питон – друг человеку. Оказывается, самые популярные питомцы на Панглао – питоны. Я напросилась в гости к одной милой женщине, чтобы своими глазами посмотреть на эту диковинку. Да, я хочу туда идти. Мне кажется, это страшный сон многих людей. Просто загляни в эту спальню. Просто загляни. Приветики. Просто вы фантастическая женщина. Ну вот так вот наш среднестатистический человек дома может прилечь на кровати с котиком, с собачкой, ну максимум с кроликом. Филиппинские женщины предпочитают необычных питомцев. Ой-ой-ой, он полез на меня. На деле питоны оказываются очень милыми питомцами. Они приятные на ощупь. Знаете, он прохладный,
но чем больше он по мне ползает, тем такой становится теплее и теплее. И непривередливы в содержании. Едят они раз в 10 дней. Кормят их мышками, крысками, курочкой. Кроме того, для человека они совершенно не опасны. Обычно они не едят людей, все потому, что у нас широкие плечи, и им просто неудобно нас есть. А главное, владельцы змей имеют кучу преимуществ. Модницы любят сумочки из питонов. И цена стартует от $300 за штуку, в зависимости от размера и вида. Но это не единственное, что приносит деньги. Что происходит? На меня надзурила змея. It's good luck. Оказывается, фекалии змей – ценный антисептик, который используется в медицине. И его охотно покупают фармкомпании. И домашний питомец, и маленькая аптечка, 2 в 1. Смешная какая, не могу. После дайвинга я решил немного отдохнуть и восстановить утраченные силы. За расслаблением я пришел к массажисту. Нет, это не то, о чем вы подумали. Массажисты – это такие местные мастера филиппинского традиционного массажа под названием хилот. А что такое хилот? Смотрите внимательно, сейчас все узнаете. А я не буду смотреть, я буду чувствовать. По сути, это такая форма мануальной терапии, которая от обычного массажа отличается применением различных природных компонентов, типа пальмовых листьев. Считается, что лист должен забрать на себя усталость, болезни и негативную энергетику. Я не вижу, что там происходит, но такое ощущение, что как будто меня заворачивают в листья. Кажется, из меня хотят сделать гигантский голубец. Слушай, я, честно говоря, не могу понять прикол этого массажа через листья. Ощущения не те. Как бы хочется, чтобы протащиться от этого тактильного контакта, а листья мешают. И, наконец, 4-й необычный факт из жизни местных. Хорошо отдыхает тот, у кого есть петух. В свободное время островитяне развлекают себя петушиными боями. Причем здесь это не просто хобби, а целый спорт. И еще один способ подзаработать. Раньше петухов не выращивали для супа или котлет. Они были исключительно для петушиных боев. Да и вообще это была такая привилегия королей. И обычно человек не мог себе позволить иметь боевого петуха. Сейчас забава ушла в народ, и теперь есть целая арена, большие ставки, деньги. Бойцовские петухи могут принести своим тренерам от нескольких сотен до нескольких тысяч $. Здесь это очень приличные деньги. Sorry, maybe it's a secret, but how much money you give? 11K. 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 11 тысяч. Немало. Итак, бой проходит так. Сначала петухов готовят к схватке. Смотри, там подготовка, им обматывают лапы, как боксерам прям. И цепляют на ноги специальные шпоры, чтобы бой прошел быстрее и зрелищнее. Затем петухов выводят на специальную арену и стравливают между собой. Когда противники закипают от гнева, начинается бой. Птица, которая первая выведет своего противника из строя, считается победителем. Ну, конечно, видно, насколько сильно растет азарт у мужчин. С каждым боем все накаляется и накаляется ситуация. Кто-то теряет деньги, кто-то их выигрывает. Поэтому все на пределе. Что касается меня, мне здесь не нравится. Вот не нравится вот это все.
После боя спортсмены отправляются в своего рода госпиталь, где их приводят в чувство и латают к следующему поединку. Ой, ну хорошо, что лечат. Я думала, их так выбрасывают. И все же жалко птичек. Все равно считаю это крайне несправедливым. Спортсмен хотя бы сам принимает решение, что он выходит на ринг, а петух хочет, не хочет, его выпихивают туда. Вечером все туристы и местные съезжаются на Алона-Бич. И делают они это не только ради заката. Вдоль набережной находится огромнейший рынок уличной еды. Чего здесь только нет. Крабы, морские гребешки и рыба на любой вкус и кошелек. А, это рыба-попугай. Попугай, точно. Но морепродуктами морской сезон не удивить. Так много всего, но мне хочется попробовать что-нибудь вот местное, да, чего дома у нас точно не найти. Hello. А вот does mean balut? А, просто яйцо? Ой, такое оно. Горяченькое. Оказалось, это совсем не то вареное яйцо, которое мы готовим дома. А, там птенчик? По-моему, там зародыш, я так и не поняла. Сейчас попробуем. Ой, оно прям выпало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Балут – это национальное блюдо Филиппин. Представляет из себя отварное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Говорят, на вкус как говяжья печень. Считается, что это очень полезно, его едят от мала до велика. И для туристов это, конечно, такая фишка, вау. Оно есть немного жутковато, но согласитесь, зародыш птенца у меня на ладошке. Пахнет неприятно, пахнет таким немного тухлым вареным яйцом. Они это все солят, поливают соусом и гурманят. При всем уважении к филиппинцам, преодолеть тошноту при виде этого деликатеса я просто не смогла. Просто у каждой страны свои традиции, и это немного же жутковатое. Пойдем накормим кого-нибудь, собаку. А ну его, эти эксперименты. Пойду лучше креветок поем. Сегодня я уже повстречал наутилусов и подводных змей. Пришло время познакомиться еще с одним местным подводным жителем. Друзья, я буду пробовать президентскую рыбу. Сейчас я записался у птицы-секретаря. Главное блюдо ресторана «Лотос» – банок фиш, или же дольчатая речная кефаль. Причем подается она в двух разновидностях. Президентская – рыба, выловленная в реке Кагаян, за $100. И обычная, выращенная на ферме, всего за 11. Смотри, сейчас мне поставят две рыбы. Одна президентская, другая обычная. Я попробую, а потом скажу, какая из них президентская, какая обычная. Я не буду никаких спойлеров, не буду заранее спрашивать у официанта. Я просто хочу проверить, насколько это мой тест, как в Фейсбуке тесты, насколько ты президент. Вот сейчас проверим, насколько я президент. Знаете, что мне это напоминает? Помните, может быть, в старых таких газетах были картинки «Найди 7 отличий». Здесь 4 кукурузы, здесь 3. Ладно, я думаю, таким методом я не разберусь, где из них президентская, поэтому придется опробовать. Ну что, приступим. Итак, кандидат номер 1. Мягкая. У речной рыбы всегда есть свой узнаваемый фирменный привкус. Вот, значит, это рыба речная. Костей нет. Слушайте, вкусно. Она прям тает во рту. Чем-то похоже по вкусу на судака. Но только такой, знаете, утонченный, интеллигентный судак, я бы сказал. Мне кажется, что у этой рыбы есть все шансы быть президентской. По крайней мере, я за нее голосую. Отложим пока в сторону, не будем наедаться. Чтобы попробовать вторую рыбу, дать и ей шанс. Кандидат номер 2.
Я не понимаю. Но я не чувствую разницы с той рыбой. Вообще никакой. Одинаковый вкус. Единственная разница между ними — это здесь на одну кукурузинку больше. Все. И за эту одну кукурузинку люди доплачивают 100 баксов. Короче, друзья, простите, пожалуйста. Я, честно, сегодня хотел совершить благое дело. Я хотел научиться различать одну рыбу от другой, дабы вы потом тоже научились и нас никого не могли обмануть. Но я запутал нас с вами еще больше. У этой рыбы нет разницы, поэтому, если вы захотите попробовать такую рыбу, то просто не платите за нее 100 баксов. Берите дешевую, все равно по вкусу она будет точно такая же. Дорогие мои мама и папа, у меня все хорошо. Устроился работать в Орел и Решка, зарплата хорошая, но не у меня. Все деньги забирает продюсер. Я скопил за год эти деньги, вот $100. Вы их найдете в этой бутылке. Фух, ну что ж, с запиской разобрался. Теперь нужно с бутылкой разобраться. Друзья, $100 и бутылка. Чтобы отыскать $100 на Филиппинах, отправляйтесь на остров Панглау. Найдите отель Marina Point Bay Resort. Далее следуйте на север. Пройдите 200 метров по дороге, затем сверните налево и преодолейте еще 170 метров. Наша волшебная бутылка отдыхает в прохладе кустов и ждет встречи с вами. Если вы богач с неограниченным бюджетом, то утро на Бахоле для вас начнется совсем не с кофе. Что может быть круче, чем на рассвете, на воздушном шаре пролететься над шоколадными холмами? Шоколадные холмы – это главная природная достопримечательность Бахола. И знакомиться с ней лучше всего с высоты. Друзья, вы думаете, что будильник – это вот это? Или вот это? Нет. Настоящий будильник – это вот это. Доброе утро! Весь первый день я посвятила знакомству с жизнью и бытом местных. Так что сегодня сменю обстановку и потрачу остаток уикенда на развлечения. Островок, на который я еду, называется Virgin Island. Он практически не тронут цивилизацией, но главное, там находится один из самых красивых пляжей в округе. А это же те самые шоколадные холмы. А шоколадными они называются, потому что трава, которой они покрыты, во время сухого сезона меняет свой цвет на коричневый. Вообще их здесь 1268. И никто не знает их реального происхождения. Поэтому сами холмы поросли не только травой, но и кучей версий о том, как здесь появились. Здесь когда-то были два огромных таких великана, и они дрались не на жизнь, а на смерть. Эти ребята так сотрясали землю, что холмы — это, по сути, следы их битвы. Но есть и более романтичная легенда. Здесь когда-то жил великан, только хороший великан, который влюбился в девушку, а она умерла. И тогда он плакал, он очень плакал большими слезами, и они превращались в шоколадные холмы. Ученые всему этому не верят и предлагают свои версии. Например, что холмы — это бывшие коралловые залежи, которые появились здесь во время снижения уровня Мирового океана. Также холмы могли образоваться вследствие извержения вулканов или сдвига тектонических плит. Как бы там ни было, на самом деле выглядят шоколадные холмы безумно красиво. Ради этого стоит проснуться в 5 утра. Так, подождите, я же только приехала. Что происходит? Я приехала, а пляж ушел под воду, прям в прямом смысле слова. Мне, конечно, говорили про эту фишку. До обеда приехал, увидел. Чуть-чуть задержался, все. Так что начинаем
Самый быстрый осмотр пляжа в нашей передаче. Плотность населения убывающая. Убывает в сторону суши. А я из смелых девчонок. Вода прибывает и прибывает. Собственно, она тут и есть главное, потому что решает, когда туристам погулять, а когда нет, все закрыто. Песок. Сейчас он мокрый. Ну, когда был сухим, я думаю, оставался таким же приятным, как и сейчас. Название острова Virgin Island, поэтому он еще не испорчен инфраструктурой. Пора бежать. Море как бы намекает, что уже пора. Задержаться на пляже дольше, чем на 20 минут я не смогла. Поэтому всего лишь 4 с минусом. Бахол – это место обитания редчайших лемуровидных обезьянок, крошечных торсьеров. Вот, посмотрите, вот они. Их, кстати, осталось очень мало, всего 100 с чем-то штук. И здесь скульптор запечатлел именно этот момент, когда торсьеры узнают, что их осталось 100 с чем-то штук. Торсьер или филиппинский долгопят – одна из самых маленьких мартышек на планете. Ненатренированным глазом их очень сложно заметить. Поэтому я взял специально гида. Это человек, который мгновенно видит торсьеров. Смотрите внимательно. Тащи! 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 Видели? Я с ней не пропаду. Let's go. Тащи! Я и вижу его. Рост взрослой особи обычно не превышает 11 сантиметров. При весе всего 130 грамм. Встретить этих обезьян можно только на Филиппинах. Такой миленький. Класс. Что-то понятно, за что плачу ей деньги. Непонятно, за что тебе плачу. У торсьеров среди всех приматов самый долгий срок беременности. Они вынашивают плод 6 месяцев. Такая маленькая штучка. Представляете, 6 месяцев вынашивают плод. Торсьеры общаются очень высокими звуками, ультразвуком, поэтому мы их не слышим. Возможно, они сейчас комментируют меня, говорят что-то там, верните Беднякова, например. Я не знаю. Я не могу понять, потому что все-таки ультразвук, пока не различаю. На первый взгляд может показаться, что зверюшки очень заторможенные и медлительные. Все потому, что долгопяты – это ночные животные, и днем предпочитают дремать в тени деревьев. Торсьер? Какой милашка. Скажете наверняка вы, потому что вы не знаете, что торсьеры – это хищники. Это самые, что ни на есть хищники. Они бросаются на жертву сверху, оглушают и съедают. И поэтому вот ограждения стоят. Вы думаете, беспокоятся о сохранении вида торсьеров? А туристы беспокоятся, потому что здесь много американцев засудят. Конечно же, это все шутки. Едят мартышки в основном насекомых, и они настолько заняты созерцанием Вселенной, что до туристов им нет никакого дела. Максимум эмоций, которые вы можете от них получить, это пустой взгляд, провожающий вас к выходу из парка. Всегда грустно, когда приезжаешь на снорклинг и не встречаешь ни одной рыбки. Плаваешь, плаваешь и никого. Поэтому сегодня я приехала в место, где будет 1, 2, даже 5 сотен рыб. Северо-западная часть островов Бахол и Панглау омывается проливом Сибу. Излюбленное место обитания здешних сардин. Сардины – это рыбешки, которые мигрируют, сбиваясь в огромные стаи. Делают это они с целью размножения и поиска пропитания. Со стороны это выглядит как мощнейший подводный смерч. Либо как одно сплошное, огромное, неизведанное морское существо, постоянно меняющее свой облик. Да что там говорить? Вы просто взгляните на эту красоту.
Рядом с шоколадными холмами есть одноименный парк экстремальных развлечений. И под конец второго дня я решил туда наведаться. Вы знаете, когда-то давно я увидел аттракцион. Это велосипед, который на тонком канате едет над пропастью. Тогда мне было страшно даже смотреть в ту сторону, но сегодня я готов. Небесная езда или поездка на велосипеде по тросу, натянутому над 90-метровой пропастью. Когда-то это был популярнейший цирковой номер. Потом он стал любимым развлечением экстремалов. Сейчас повторить этот трюк может любой турист на Бахоле. Всего лишь за $8. Окей? Let's start. Как пуповина, потому что я себя чувствовал в безопасности. Я теперь понимаю, почему велосипедный спорт считается лучшим для похудения. Я только сел и уже столько калорий потерял. Я не представляю, что будет к концу пути. Во время выполнения этого трюка важно удерживать равновесие. У меня такое ощущение, что меня заваливает на одну сторону. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз! Мне реально страшно. И что есть мочи крутить педали, чтобы это все как можно скорее закончилось. Короче, я думал, это будет веселее. Это не весело. Это пытка. А вы знаете, в горку сложнее ехать, даже на таком байке. Усиливается нагрузочка. Оп, встречайте меня, ребята, давайте красную веревочку порву. Я первый, смотри, за мной второй, вообще очень далеко, не видно отсюда. Я выиграл велогонку. Мужики! Бахол – остров бесконечных открытий. А это же те самые шоколадные холмы. И даже если вы исколесили полмира, Бахол – это то место, у которого найдется сюрприз для каждого. О, мне уже здесь нравится. What? It's a joke. Какой милашка. Да, не хочу туда идти. Кажется, меня хотят сделать гигантский голубец. Поэтому все на пределе. Я выиграл велогонку. Да, это что-то. Реально, как будто я в космос попал. Вау, сколько же за эти дни всего случилось. Одна доктор яиц чего только стоит. Сейчас Коля придет, я его вылечу. Он вечно какой-то такой уставший, больной. Я ему все яйцом хоп-хоп-хоп про питонов расскажу. Ой, вообще, Филиппины это реально... Алинка, мне есть чем с тобой поделиться, открывай карманы. Ой. Бахол и его окрестности – это нечто. Да ты что? Короче, я видел самое древнее и самое глубоководное существо на Земле. Это кто? Научилась. Давай, второй карман. Алина, я встречался, правда, не так близко, с самыми маленькими и самыми редкими обезьянами на планете. Долгопятики. Долгопятики. Маленькие. Ладошку давай, еще у меня для ладошки есть кое-что. Я видел самое большое скопление шоколада в мире. Да? А почему тогда ничего не привез? Потому что, Алина, тебе бы все равно не понравилось. На вкус. Ну, а у тебя что? Да что у меня? Ну, меня пометил питон, я видела косяк. Так это же отлично. Да, а у тебя ничего не болит? Ничего не болит. Может, голова? Нет, Алин, голова у меня не болит. Ну, подумай хорошенько, ну, прислушайся к своим ощущениям, знаешь. Алин, чувствуй себя что-то здоровым. может быть, что внутри, знаешь, там, не знаю, как бык. Физкультуру по утрам делаю. Ну, ты прислушайся к организму. Ну, знаешь, бывает что-то там только ради тебя, смотри, там. слушаю. Антон! Коля! Ты нормально, Алина? Я сейчас помогу! Я сейчас... Себе помоги! Ребят, до новых встреч! А я побежала Коле помогать. Коль! Сейчас все пройдет!
Алина, то, что с тобой происходит, оно не пройдет. Сейчас пройдет, подожди.